Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ретроградная Венера. Периоды с 23 июля по 9 октября. Давайте мы узнаем, что это за периоды, судьбоносные перемены в моей жизни. Надо сказать, каждые 18 месяцев Венера уходит в ретроградное движение, то есть каждые 1,5 года с нами происходит определенный цикл. И само по себе явление достаточно редко, если мы сравним с ретроградностью, к примеру, Меркурия, который бывает в обратном движении несколько раз в год, а здесь вроде как один раз за 1,5. Но примечательно даже не это, я бы сказала, удивительно. Свойство Венеры таково, что она на нашем небе появляется в вечернее время, вечерней звездой. И вот эта вечерняя звезда Венера, она отступит полшага назад, чтобы впоследствии появиться перед нами звездой утренней. Вот есть как будто, какая-то магия в этом процессе, есть превращение, и вот это превращение где-то затронет и нашу жизнь. И за эти периоды мы многое, скорее всего, пересмотрим, словно стоя на развилке судьбы, оглянемся назад, чтобы потом сделать скачок вперед. Период ретро-Венеры будет включать в себя несколько этапов, и мы поговорим сейчас о каждом из этапов, и даже больше скажем на весь период, пока Венера находится в знаке Льва. Вот это где-то и будет 9 в среднем октября, хотя, мои дорогие рыбы и рыбки, Сатурн в вашем знаке, и это всегда какая-то, нечеткость границ. И поэтому все эти даты, которые я озвучу, они тоже будут своего рода как плавающими. И первая дата или первый этап у нас начинается с 23 июля. То есть это та дата, когда уходит в ретро-движение Венера. Но кто-то из вас, а вы люди интуитивные, может это ощущать уже за неделю. И этот этап первый называется Йод Венеры. Что такое Йод? Йод – это буква еврейского алфавита. И это обозначает не только написание, но это еще и цифры. И соответствие цифре 10. И если мы переложим на карты Таро, вы все знаете, что десятка – это всегда своеобразный итог. Вот и мы будем подводить где-то такие итоги в этот период. И, наверное, еще самое главное то, что символика. Мы можем не верить в каббалистические символы. Весь мир наш состоит из символов и чисел. Хотим мы того или нет, но они оказывают на нас влияние. И здесь написание буквы – это как палец Бога, вот так называют. Или в данном случае палец вниз. И можно это аллегорически отнести как дизлайк, но на самом деле это состояние кризиса. И, наверное, вот этот критический период, когда мы словно увидим правду неприкрытой, что есть сейчас по факту. И вот именно этот кризис нас заставит обратить внимание в каком-то определенном направлении. Что-то есть для нас очень важное. И здесь ведь у каждого что-то свое. И если вы отмотаете назад летопись собственной истории, что было 1,5 года тому назад или 18 месяцев, и проанализируйте вот исходящие вот эти 1,5 года последние, вы можете прийти к выводу, что где-то от какой-то точки невозврата все началось, а потом все события или все события так или иначе накладывались вот на один какой-то пункт. Или получили развитие от чего-то, или я чаще всего думал или думала именно об этом. У кого-то это может проиграться как успех, кстати. И значит, это последующий период, если мы говорим о превращении Венеры или, по сути, трансформации нашей, мы тоже должны трансформировать в какой-то новый этап, в какое-то новое иное состояние, как-то улучшить, что-то изменить. А для кого-то это может быть принятие решений, когда я от чего-то откажусь. Для кого-то из вас этот период мог тоже быть достаточно сложным, когда, может быть, не смог, или как-то вот реальность была настолько остро болезненной, шокирующей, когда не мог принять решение. Может быть, меня что-то держало, не то, что я удерживал что-то искусственно, а есть какая-то точка болевая, которая мне не давала покоя,
И я не смог с этим примириться. И я пытался что-то либо вернуть, либо удержать. Или просто вот какие-то мысли, которые нас не покидали, опять же, в значении удерживали. И тогда мы можем прийти к выводу, что мы где-то вокруг этого события тоже провели вот эти 1,5 года. Мы так и не смогли принять какую-то реальность. И значит, как часто и бывает, это как кармический урок. Если мы его не проходим, нам его, ну что, повторяют заново. И вот сейчас у нас прекрасный период для того, чтобы увидеть, наконец, что есть по факту. И Венера– это ведь планета благополучия. Да вот такой подобный урок она нам дает раз в 18 месяцев не для того, чтобы мы что-то искусственно задержали, притянули из прошлого. Нет. Чтобы мы увидели какими-то, ну, другими глазами, свежим взглядом, назовите так, реальность. И приняли то, что мы не можем изменить, и все равно пошли вперед. И йод Венеры с Плутоном и Нептуном у нас продлится до 1 августа. Второй период квадрат Венеры и Урана, и он у нас продлится с 27 июля по 19 августа, уже более долго. И мы знаем, что планета Уран воспринимается, по крайней мере, так, как планета-разрушитель. Я бы так не сказала, поскольку больше Уран проигрывается как, ну, волшебный ускоритель. Вот есть какая-то реальность, и, может быть, для того, чтобы мы быстрее прошли какую-то пустыню или быстрее приняли решение, нас как будто Вселенная может подталкивать. И в данном случае в этот период мы можем получать какие-то неожиданные новости, события, информация или обстоятельства, которые вас окружают, они тоже могут резко меняться. Нас, словно опять же, вынуждая сделать какие-то выводы или принять быстрее какую-то реальность. Поэтому вот эти 2 этапа, ну, можно сказать, они отчасти более болезненные. Зато третий этап, мои дорогие рыбы и рыбки, это называется трин Венеры к Хирону. Кто такой Хирон? Хирон из мифологии мы знаем, это кентавр, благородный, могучий кентавр. Но это образ израненного целителя. И не случайно третий период, который у нас будет 6 августа по 25 августа, это именно период исцеления. Если мы прошли первые 2 этапа, как приняли какую-то реальность, то в последующем мы как будто изменим свое сознание, исцелим сами себя. Это потенциал залечить какие-то глубокие душевные или сердечные раны. Это тот период, когда нас уже где-то не хватает за живое, когда мы спокойно смотрим на какую-то проблему, когда, по сути дела, саму проблему перевели в ситуацию, оставили ее в виде опыта, но уже нет никакого болезненного эмоционального воздействия. Следующий период у нас будет 13 августа, и это как раз тот день, когда происходит само по себе превращение Венеры в утреннюю звезду. И где-то возле этой даты мы можем прочувствовать, что, ну да, вот словно что-то в пространстве поменялось, как будто вроде вот отпускает меня. И хотя последующий период у нас будет большой ретроградности, и могут вернуться какие-то вопросы, тоже связанные с прошлым, или люди из прошлого, но нас, опять же, это не зацепит. Так вот, следующий период у нас ретро-Венера и Меркурий. Начинается с 23 августа и продлится по 3 сентября. Это ретро-мощь, поскольку 5 планет будут одновременно в обратном движении. И это основные игроки в небесной канцелярии. Это у нас Сатурн, Нептун, Плутон, Венера, опять же, и еще туда же Меркурий. Ну вот чтобы нам вообще вот такая компания полностью сложилась. И вы представляете, это все ретро-движение. Тут действительно что-то может нам еще раз напомнить о себе из прошлого. Вот мы должны, видимо, какой-то заключительный аккорд сыграть или уже окончательную какую-то точку поставить, знаменатель провести и сказать, ну все, это все ушло. И я теперь другой или другая, и я иду дальше. И, знаете, физиологически за счет, наверное, таких мощных сил, которые в обратном движении движутся, мы тоже можем ощущать недомогание, где-то апатию, слабость.
или вялость какая-то. Люди могут себя вести по-странному, переговоры могут затрудняться. Вообще общение, ну, может осложняться недопониманием в целом. Но опять же, видимо, хоть мы физиологически и чувствуем слабость, но вторично где-то нам это помогает. Почему? Здесь здоровое равнодушие. И действительно, это, наверное, окончательный итог будет соответствовать этому периоду. И последующие два периода, это, видимо, уже как отстройка новой реальности, мы переключимся. И это у нас будет квадрат Венеры и Юпитера. И здесь конкретика, денежные вопросы. Если мы говорим, что такое деньги, это способ или один из способов взаимодействия с миром. И вот здесь как раз финансы для нас будут осознанно восприниматься так, что я должен для себя сделать что-то очень хорошее. И имеется в виду не купля какой-то вещи конкретной, нет, здесь инвестиции в самого себя. У нас есть какая-то мечта, цель. Может быть, вы вспомните в этот период, о чем я всегда мечтала или чего я всегда хотел. И здесь захочется осуществить свой проект. Ведь для чего-то же мы пришли на эту землю, правда? То есть мы какую-то свою миссию должны выполнить. И здесь просчет практически такой конкретный, куда я трачу деньги, где мои деньги, почему я купил или купила эту вещь, так ли уж она мне была нужна, или, может быть, меня кто-то уговорил, или все пошли, и я пошел и купил, или, может быть, это как-то подчеркивало мою престижность, или, то есть вот целесообразность покупки и траты денег будет у нас переосмысляться с 25 августа по 30 сентября. И далее идет с 3 сентября, опять же, это день выхода Венеры уже в прямое движение, и продлится он буквально до конца, пока Венера останется в знаке Лев, до 8-10 октября. И это соединение Венеры и Юноны. А Юнона – богиня астероидов. Юнона – это брак, творчество, любовь. Юнона в одних и тех же вибрациях с Венерой. И что делает их вдвоем как будто наиболее сильной энергией. И вот как раз те самые вопросы по поводу любви, брака, отношений выйдут у нас на первый план. Поэтому, когда Венера в предыдущий период с Юпитером, у нас вопросы конкретики, денег, благополучия, материального обеспечения, своих планов на будущее. И вот заключительным аккордом у нас идут отношения. И здесь тоже, опять же, все конкретно по Венере. За кого я хочу выйти замуж? Или кого я хочу видеть в ближайшем окружении? На ком я хочу жениться? Кого бы я хотел видеть из людей? То есть энергетически, какие люди мне ближе? О каких типах вообще людей, как будто мои вибрации с ними совпадают? Или с кем бы я хотела или хотела стать партнерами, может быть, по бизнесу, может быть, по работе. Мы можем в целом пересматривать окружение в этот период и строить из этого тоже какие-то планы на будущее. Может быть, захочется вообще сменить круг близких, знакомых, друзей. Нам захочется, возможно, другого статуса, и мы будем как-то двигаться в этом направлении тоже. Вот такие периоды вполне осязаемые по датам, хоть они и не вполне четкие. Это все то, что вот за эти месяцы у нас будет наиболее актуально. Давайте узнаем, что думают карты. Не всегда прогнозы карт совпадают с астрологическими. Но вы, мои дорогие рыбы и рыбки, очень интуитивные, я так думаю. Если соединить интуицию, карты и астрологию, то какой-то инсайт, ну, вы точно получите. Что-то тут у нас переворачивалось. Звезда. В колоде карт Таро в любой. Две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца на несколько месяцев. Ну, если так, по времени мы их раскладываем. А карта Звезда – это десятилетия. 10-20 лет. Вот на какой-то далекий срок вы должны, словно в этот период себе что-то распланировать. Совпадает как раз этот период и еще и с вот этим мощным ретро-движением, когда участвует сразу 5 планет. Сияйте, как звезда на самом деле, мои дорогие рыбы и рыбки. И пусть осуществится любой ваш проект. А самое главное, наверное, тот проект, который вам для души ближе всего и желание. Может быть, это будет касаться какого-то вашего призвания, а может быть и отношений. И мы достанем
первую карту оценка ситуации, как видит карты Таро. Дальше мы достанем две карты. Это будут либо сферы жизни, которые наиболее активно будут проигрываться, а может быть это будут какие-то события в этот период, которые тоже будут влиять на нашу трансформацию, на наши судьбоносные перемены. И немножко раскроем, каковы перспективы по первому событию или сфере и по второму. Неожиданные события возможны в этот период, как видят карты. И что нам помогает? Давайте узнаем. Основные или оценка ситуации. Ох ты! Я бы сказала, можно дальше не смотреть. Это вот как раз, можно сказать, сама Венера. Карта императрицы, старший аркан. Что бы вы тут ни задумывали. Смена места жительства, заработать деньги. Но опять же мы понимаем, да, отношение к деньгам у нас как раз тут поменяется. То есть не деньги ради денег, а деньги ради какой-то высокой цели нам должны быть. Или, может быть, вы всегда мечтали путешествовать. Или вы хотели какое-то дело организовать в своей жизни. Вот наши мечты должны сбываться. Потому что императрица в большинстве карт, она ведь всегда беременной, как бы показана. И не важно, что меня мужчины смотрят. Имеется в виду, ну, правда, для девочек это может быть вполне так и беременность. Почему нет в этот период? Но для мужчин, да и для всех, наверное, это плодовитость в первую очередь так иллюстративно нам показывают. То есть она богата на идеи. Сначала у нас какой-то проект зарождается в ментальности, а потом мы это осуществляем на практике. Вот об этом карта тоже говорит. Но и, безусловно, о смене нашего статуса, когда вообще меняется наша жизнь, наше благополучие. И по императрице, ну, это, наверное, благополучие в квадрате. Это когда у нас и дом теплый, уютный. Вот эти вопросы будут для вас, может быть, жилище актуальны, ваших близких, ближайшего окружения. Все то, что по Венере я перечисляла, у вас выпадает карта императрицы. И не случайно она изображена словно среди всего зодиака, потому что она словно помогает всем. Но вы будете сами, для вас как основное событие, в этих энергиях находиться, отстраивать свое благополучие, мои дорогие рыбы и рыбки. Видимо, уделяя внимание вот этим двум основным сферам, как и отношения, так и финансы, так и проходить, может быть, вот эту трансформацию, как по Венере. Она уходит вечерней звездой, отступает полшага назад, для того, чтобы потом родиться, превратиться в утреннюю звезду, оставив позади какие-то невзгоды, какие-то неудачи. Просто взглянуть на них вот так вот трезвым, каким-то отстраненным в то же время взглядом, когда нас это не ранит, оставить это в прошлом и идти вперед. Две сферы давайте посмотрим. Ну или события. Тут, конечно, больше событий. И рыцарь кубков – это по личной жизни. Как будто есть еще вдохновение, смысл по этой карте, безусловно. Какие-то приятные новости, приятные эмоции. Может быть, и человек конкретный, который вам встретится на пути, а может быть, он у вас уже есть, который вам доставляет эти эмоции. Или вы будете стремиться себя окружить такими людьми. Но есть какая-то радость. Мои дорогие, у вас все начинается с радости. Ну, императрица, само собой, это общая тема для всех карт. Но первое событие, если мы говорим, значит, радостное что-то к вам приходит, что-то у вас получается, это точно. И каковы перспективы? Ну, придется, видимо, нам где-то подождать, где-то поработать, может быть, и над собой, может быть, над вашим проектом. То есть какие-то наши действия, они будут нами предприниматься. Но вообще это карта семерка пентаклей, когда деньги в рост. Буквально в рост. Дерево показано. И дерево – это один из символов, когда, если мы говорим корни, да, пустило дерево. Так вот, когда мы заняты тем местом, где мы проживаем. Может быть, ну, наверное, либо решаем вопросы, связанные с недвижимостью, или пытаемся словно где-то вот определиться, закрепиться, закрепить наше положение.
может быть, и финансово какую-то стабильность получить, надежность. И по этой карте нам говорят, что пройдет какой-то этап, и на вас будут за этот период влиять как будто события извне. Может быть, вы в новом обществе окажетесь или в новом месте буквально окажетесь. И не будет быстро что-то, понимаете, продвигаться, а шаг за шагом, планомерно, все равно все к императрице идет. И как будто и деньги будут, и постепенно вы будете отстраивать словно, ну, какую-то новую историю собственной жизни. И по этой карте мы не спешим, мы не делаем что-то наскоком. И перспективы тогда у нас самые замечательные, как и по деньгам, так и по реализации, так и по нашему благополучию в жизни. Каковы неожиданные события? Мы станем жестче, мы станем, может быть, больше действовать с оглядкой на закон, вполне вероятно. Или мы захотим что-то зарегистрировать де юре. Может быть, это для нашей стабильности будет необходимо. Или мы столкнемся с тем, что нам придется обращаться в какие-то высокие инстанции. Или мы будем находиться в другом обществе. Часто по королю мечей проходят люди, которые наделены либо властью, либо занимают пост, к кому мы обращаемся, может быть, за советом. Иногда проходят юристы, адвокаты. Значит, мы можем тоже какие-то вопросы узнавать, но нам как будто это совершенно необходимо, потому что мы должны какую-то стабильность для себя новую отстроить, выработать и знать четко, как это правильно сделать. И в неожиданных событиях может, конечно, появиться в нашей жизни такой человек, который наделен властью, а кто знает, может быть, это и новое знакомство. И здесь, наверное, у каждого по-своему. Но это, знаете, еще карта и нам говорит где-то быть более хладнокровному, безусловно. С кем бы мы тут ни столкнулись, ведь это можно воспринимать как совет. И, может быть, выглядит человек каким-то одним образом, а никогда не знаешь, что за ним стоит. Поэтому где-то собой не рискуйте, всегда предугадывайте немножко, что пусть человек передо мной немножко раскроется, а дальше будет видно. Но если вы еще на свою интуицию положите, так определенно вы разберетесь во всех. Но для кого-то это тоже будет проигрываться как, возможно, статус. А для кого-то это может проиграться профессионально, может быть, смена сферы деятельности. Такое тоже может быть. Но больше это именно сюжета как карта двора идет, поэтому вот с людьми в таких энергиях мы можем столкнуться. Ну, значит, это будет необходимо. Что нам помогает? Нам помогает, когда мы будем видеть какую-то реальность, и да, действительно, мы будем видеть по факту. Чтобы не было, видимо, какой-то период или в каких-то делах конкретных, если рядом у нас лежит король мечей, и мы сказали, ну, где-то ведь это представитель бюрократической машины. И это те люди, которые, если у них и есть власть, значит, они тоже действуют по закону. Так и мы должны действовать где-то по закону, не нарушать, не создавать себе какой-то искусственной турбулентности, когда мы начнем думать, а правильно ли я все сделал. Или сделала, да, или вспоминать, а что я там говорила, а не проиграется ли какая-то потом ситуация для меня. Потому что что нам помогает? Когда мы видим что-то по факту, девятка мечей – это то, чего нет. Как она нам может помочь? С одной стороны, это режим труда и отдыха, потому что часто проходит бессонница. Так вот, если у нас отрегулирован как раз режим труда и отдыха, может быть, много работы будет, или какое-то напряжение, может быть, будет эмоциональное, нам уже, в общем-то, об этом сказали. Значит, высыпаться – это уже залог ясной мысли, твердой памяти и цепкого внимания. Помните об этом. Поэтому напрямую нам говорят уделить внимание собственному здоровью и физиологии. И, кстати, иногда по королю мечей ведь это проигрывается, и узкие специалисты, медицина в том числе. Значит, уделить внимание своему здоровью, своему самочувствию. Может быть, кто-то в целях профилактики пойдет в бассейн, да, или там в зал какой-то тренажерный. У каждого по-своему, да, какой-то есть способ привести себя в форму. Но отдых полноценный, он должен быть, мы тогда себя чувствуем, вот как этот король мечей, видите, какой ресурсный господин сидит показан. Вот так. Это тоже будет для вас важно. Вторая сфера жизни. Ого. Старший аркан. Вторая сфера жизни, главное, чтобы не было никакой зависимости. И зависимости, они бывают разные. К примеру, от работы. Когда мы, ну, если не упали от этой самой работы, то
вполне вероятно, от физического перенапряжения мы не сможем заснуть. Или от эмоционального. Для кого-то из вас вопросы страсти, для кого-то вопросы денег. Или вопросы зависимости, может быть, от какого-то человека. Или какая-то ситуация, когда вы можете оказаться в зависимом положении. Поэтому мы себя бережем. Императрица, она собой не будет рисковать. Для кого-то может проиграться как конкретный человек. Знакомство у нас здесь с рыцарем кубков, когда, ну, правда, физиология, вот влечение к человеку, такой магнетизм сильный. Кто-то нам может вот так буквально понравиться. Поэтому тут тоже золотая середина какая-то предусмотрена. Не должно быть риска, понимаете? И, видимо, будут временами у вас такие энергии вот за этот период, когда мы просто можем пойти в разнос или сказать, высказать, может быть, скорее то, что мы думаем, или нам захочется, по крайней мере, это сделать. Вот это я могу предположить. Но все-таки будьте мудры и не навредить себе, понимаете? Императрица, она в первую очередь себя бережет и любит. И вот вам надо помнить, что одно какое-то, может быть, неосторожное слово, и кто-то затаится. Или я кому-то что-то пообещаю, кстати, а потом я буду в каком-то зависимом положении. Или мне какое-то дело предложат и выставят его как супер какое-то выгодное, и я поверю или доверюсь на слово и соглашусь, а потом буду расхлебывать в одиночку. Одним словом, риск мы, дорогие, исключаем. Каковы перспективы? Правда, оказаться словно по 8 мечей в изоляции. А для кого-то из вас, может быть, и правда проиграется какой-то переезд. Все-таки у нас рыцарь здесь выходит, а рыцарь он едет. Хотя рыцарь кубков не едет быстро, ну, я бы не сказала, что вот какая-то есть поспешность. Но, может быть, правда у кого-то проигрывается с переездом. По 8 мечей это те ограничения, которые мы ставим себе сами. И здесь идет один только совет: не мешай себе. И если на перспективу рядом с картой дьявола мы не должны сделать какую-то ошибку либо под воздействием эмоций, либо под воздействием усталости, либо из желания заработать денег. Ну вот как-то так. Или от, может быть, влечения. То есть вот свою, понимаете, на волне какой-то эмоции или эмоциональной зависимости мы, правда, можем совершить ошибку. Будьте внимательны, и тогда мы окажемся, как будто вот можем либо изолированными в собственных каких-то мыслях, когда, ну, мало ли разные бывают ситуации, или буквально есть риск оказаться изолированным. Здесь мы не должны себе навредить, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте, каковы неожиданные события. 5 кубков, мы можем о чем-то сожалеть. Вот чтобы потом не сожалеть в неожиданностях, да, у нас это выпадает, мы должны очень правильно рассчитать свои силы и контролировать, что у нас вокруг. На кону стоит что-то очень важное. Давайте посмотрим, а что же нам помогает. Вы знаете, нам помогает, когда мы не торопимся и когда мы выйдем из какой-то зависимой ситуации. А для кого-то из вас вот этот нижний ряд как раз и может говорить о том, что вы выходите из какого-то состояния одного, может быть, частично зависимого, или когда где-то вы, может быть, находитесь, может быть, вы будете съезжаться с человеком, или это связано с перемещением, переездом. И с одной стороны, это вроде как освободиться, свобода какая-то, или есть возможность, ну, что-то начать по-другому. Или я бы сказала, по крайней мере, освободиться от каких-то помех. Но у нас помимо помех еще выпадает карта повешенного, и мы как будто из одной какой-то ситуации ограничивающей можем частично попасть в другую. Но это в позиции нам помогает, поэтому я могу сказать, что неторопливость дважды вам будет помогать. Умение принять какой-то альтернативный вариант развития событий и вашего восприятия. Не согласиться на что-то быстро. Может быть, знаете как, здесь ведь по аркану повешенного в значении помогает, это когда мы
словно выходим из какого-то жизненного тупика, благодаря тому, что мы делаем что-то теперь кардинально другим образом, понимаете, вот альтернативным вариантом, или видим с другого ракурса, или мы видим какие-то события совершенно по-другому. Мы, иными словами, переворачиваем, да, как вот эту карту буквально переверни, и нам этот человек, который изображен, вроде бы был прикован цепями, а теперь словно эти цепи, они создают ему баланс, равновесие, и он уже танцует. Вот, понимаете, перевернуть какую-то историю, может быть, как, знаете, новую страницу и начать писать, быть режиссером собственной судьбы, но допускать как альтернативные варианты развития событий, как разных людей на вашем пути, как будут, может быть, и те люди, которые, ну, так не очень, ну, которым можно доверять, одним словом. То есть в чем-то, повторяюсь, мы не должны ошибиться. Может быть, принять какую-то грусть, печаль. Ведь по пятерке кубков это всегда что-то, то, что было в прошлом. И мы можем в позиции неожиданности, мы можем столкнуться с какой-то новостью, которая уже в нашей жизни, если не была, то может быть связана с каким-то человеком. И взгрустнуться может запросто. Или, может быть, сам человек у нас появится. Или, как мы говорим, накатило. Ведь это мелкая карта, и это кубки, это как раз из эмоций со знаком минус. Это какое-то просто сожаление. То есть есть и реалии, но, видимо, с какими-то сожалениями вам тоже придется проститься. У вас действительно идет какая-то трансформация, может быть, поэтому вам сразу выпадает карта императрица. И есть большой потенциал. Будьте счастливы и любимы всегда.